Археологи в процессе своей работы часто обнаруживают древние тексты, в которых имеются свидетельства существования гигантов на Земле. Однако вполне возможно, вы никогда не знали о двуголовом 3,5-метровом гиганте из Патагонии. К сожалению, в мире существует множество различных подделок, которые представляют из себя массивные кости и странные крупные скелеты, однако есть находки, которые бросают вызов нашему пониманию жизни на Земле. История КАП-2 удивительна, и многим в нее трудно поверить. В 1673 году массивный двуголовый гигант был захвачен испанскими моряками, где он оставался в плену до тех пор, пока не попытался бежать и его не убили пикой в грудь. В XIX веке мумифицированные останки великана были переправлены в Англию. В 1914 году после передачи от одного шоумена к другому, мумифицированные останки КАП-2 оказались на пирсе Уэстона в Бирнбеке. Там его останки около 45 лет выставлялись на обозрение публики, пока в 1959 году лорд Томас Говард не приобрел засушенные останки. КАП-2 продолжал удивлять людей и каким-то образом оказался в Балтиморе. В странной коллекции, принадлежащей Роберту Герберу и его жене. Вы можете подумать, что это очередная искусная подделка. Однако КАП-2 действительно существует, и его мумифицированные останки можно найти в коллекции Гербера. Что примечательно, из уст Гербера прозвучала совсем иная история относительно происхождения останков. По словам Гербера, КАП-2 действительно было обнаружено мертвым на пляже с массивным копьем в груди. Тело было мумифицировано местными жителями в Парагвае, а не в Патагонии. Пока английский капитан по имени Джордж Бикл не наткнулся на его останки, а затем перевез его в Англию, в музей в Блэкпуле, где он и оставался выставленным в течение нескольких лет. Затем мумифицированные останки гиганта были перевезены обратно в Америку, в Балтимор. Вполне возможно, что люди гигантских размеров могли существовать, и возможно, что существуют до сих пор. В мире часто демонстрируют множество фальшивых гигантских скелетов. Однако это вовсе не означает то, что некоторые обнаруженные гиганты фальшивые. Можно найти множество древних текстов и свидетельств, в которых говорится о существовании великанов. Некоторые из этих текстов можно найти даже в религиозных книгах, например, в Библии. Были исполины на земле в те дни, и после того, когда сыны Божии вошли к дочерям человеческим, и они родили им детей. Они стали мужами сильными, бывшими в древности людьми известными. Согласно Бытию считается, что нефилимы до потопа были потомками сынов Божьих и дочерей человеческих. Это имя также используется в отношении гигантов, населявших Ханаан во время израильского завоевания. И там мы увидели нефилимов, сыновей Анака, которые произошли от нефилимов. КАП-2 возможно и существовал на самом деле. А люди огромного роста для нашей Земли далеко не редкость. А то, что у великана было две головы, то появление сиамских близнецов говорит о том, что такое возможно.